Любовь — загадочная сила. Как только тебе кажется, что ты понял ее правила, жизнь переворачивает все с ног на голову. Именно так произошло с Леной, когда она встретила Игоря, мужчину, который в одиночку воспитывал 6 детей. Но будьте готовы. То, что произошло дальше, не поддается ожиданиям и способно ошеломить любого. Игорь Сафронов стоял на кухне, безучастно глядя на гору грязной посуды, возвышающуюся в раковине, словно символ его нескончаемых обязанностей. Из соседней комнаты доносились звонкий смех и визг, напоминая, что за стеной 6 маленьких жизней, полностью зависящих от него. Он устало провел рукой по растрепанным волосам, чувствуя, как усталость смешивается с воспоминаниями. Когда-то его жизнь выглядела совсем иначе. Игорь и Марина познакомились еще в школе. Их подростковая симпатия постепенно переросла в крепкую, искреннюю любовь. Сначала у них было 3 чудесных детей, и все казалось идеальным. Но судьба всегда готова внести свои поправки. Когда Марина вновь забеременела, врачи предупреждали: лучше оставить одного ребенка, иначе может быть опасно. Но супруги даже не рассматривали такой вариант. Они выбрали любовь, и вскоре в их доме появилось сразу 3 девочки, тройняшки. Семья выросла вдвое, а счастье казалось безграничным. Но за светом всегда приходит тень. Марина начала чувствовать себя плохо, однако медики не увидели повода для тревоги, списав все на усталость молодой матери. Никто и подумать не мог, что в ее теле таится смертельная болезнь. Когда Игорь услышал страшный диагноз, земля ушла из-под ног. Через несколько месяцев Марины не стало. Дом, где раньше звенел смех, погрузился в тишину. Пустота преследовала Игоря на каждом шагу, в каждом детском рисунке, в каждом предмете, к которому прикасалась жена. Он жил словно во сне, лишь выполняя механические обязанности, не чувствуя жизни. Но дети нуждались в нем. Их растерянные глаза, полные слез и непонимания, вынудили Игоря собраться. Постепенно он учился всему заново: как заплетать косы, как стирать школьную форму, как готовить еду, чтобы хоть немного порадовать малышей. Время шло, боль утихала, но одиночество не уходило. И тогда вмешалась судьба. Местная газета опубликовала статью о мужчине, который потерял жену и остался с 6 детьми на руках. История тронула множество сердец, и вскоре его почтовый ящик стал заполняться письмами от женщин, сочувствующих и желающих поддержать. Долгое время Игорь не решался даже открыть конверты. Но однажды любопытство взяло верх. Первое письмо оказалось от доброжелательной вдовы Натальи, матери 2 детей. Ее слова были искренними, но в них чувствовалась натянутость, словно официальное обращение, а не живое участие. Однако среди всех писем одно особенно выделялось. Оно пришло от Лены. Она не обещала чудес, не пыталась казаться идеальной. Просто написала несколько строк, что понимает его боль и хочет, чтобы он знал: он не один. Эти слова тронули Игоря. Он ответил, и так началась их переписка. Из писем рождалась дружба, а из дружбы — что-то большее. Лена не навязывалась, не пыталась учить, просто слушала, поддерживала и делилась теплом. С каждым днем Игорь замечал, что улыбается чаще. Когда Лена предложила встретиться, он долго сомневался, готов ли он впустить кого-то в свой мир. Но однажды решил рискнуть. Он привел в парк всех 6 детей. И там, среди осенних листьев, он впервые увидел Лену. С мягкой улыбкой и теплым взглядом. Она сразу подошла к детям, называя их по именам, запомнив все их истории из писем. Самые младшие, не стесняясь, уселись к ней на колени,
а старшие с интересом прислушивались к ее голосу. Игорь стоял в стороне и впервые за долгое время чувствовал не боль, а надежду. Надежду на то, что жизнь может снова быть светлой. С того дня Лена стала частью их будней. После работы она помогала с уроками, читала сказки, устраивала вечера настольных игр. Ее сын быстро подружился с остальными детьми, и дом снова наполнился смехом. Даже подростки, поначалу настороженные, вскоре приняли Лену, чувствуя ее искренность. Однажды старший сын Игоря сказал: «Пап, тебе стоит жениться на Лене. Ты снова стал улыбаться». Эти слова стали для Игоря откровением. Он понял. Лена не заменила Марину. Она заняла свое место, особенное, новое, живое. Через несколько недель он пригласил ее на прогулку и, сидя на старой скамейке у пруда, рассказал, как сильно она изменила их жизнь. Затем достал маленькую коробочку и, волнуясь, попросил Лену стать его женой. Не только для него, но и для 6 детей, которые уже видели в ней маму. Лена не колебалась ни секунды. Свадьба прошла дома, в их саду. Дети были главными участниками церемонии. Тройняшки разбрасывали лепестки, а старший сын провожал Лену к алтарю. В тот день семья вновь обрела полноту. Но жизнь решила удивить их еще раз. Вскоре Игорь узнал, что неподалеку умерла женщина, оставив 2 маленьких сирот. Их отец находился в тюрьме, и дети рисковали попасть в приют. Игорь и Лена даже не раздумывали. Они открыли двери своего дома и приняли их, превратив свою семью в 9 детей. А спустя год судьба подарила им еще одно чудо. Лена забеременела. На свет появилась девочка, ставшая символом новой главы их жизни. Теперь в доме Сафроновых жило 10 детей, 5 мальчиков и 5 девочек. Дом редко бывал тихим, но всегда был наполнен любовью. Да, им приходилось бороться с трудностями, нехваткой денег, усталостью, шумом и хаосом, но они оставались единым целым. Со временем старшие выросли и уехали учиться, а младшие продолжали наполнять дом радостью. Семья переехала из Омской области в Краснодарский край в поисках солнца, новых впечатлений и возможностей. Их история попала в новости, и однажды их пригласили на популярное ток-шоу Андрея Маликова. Под светом софитов, окруженные своими детьми, Игорь и Лена рассказывали о своем пути, о любви, потере и чуде второго шанса. Вся страна слушала их, пораженная силой этой семьи. Спустя пару недель на их пороге появился подарок — новый мини-автобус от неизвестного благотворителя, который захотел помочь. Теперь Сафроновы могли путешествовать все вместе, не оставляя никого позади. Когда Игорь и Лена наблюдали, как дети садятся в машину, они улыбались, осознавая, какой долгий путь прошли от боли к счастью. Из утраты и одиночества они построили дом, наполненный светом, шумом и любовью. Игорь часто вспоминает тот день, когда стоял перед горой посуды, чувствуя себя потерянным. Если бы тогда кто-то сказал ему, что он снова полюбит, вырастет 10 детей и станет вдохновением для 1000 людей, он бы не поверил. А Лена иногда вспоминает свой сон, как она стоит в кругу детей, и все они держат ее за руки. Теперь этот сон стал ее реальностью. Да, их семья не похожа на традиционную, но она настоящая. И в своем хаосе совершенно идеальная. Так что, если когда-нибудь вы услышите о человеке, который решился связать жизнь с тем, у кого уже есть дети, вспомните историю Игоря и Лены. Ведь любовь не знает границ, а самые неожиданные пути нередко приводят к самым прекрасным местам. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.